Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о семье Ксении Собчак и о антикоррупционном комитете во главе с Никитой Михалковым. Наконец-то членам организации по борьбе с преступностью и коррупцией удалось добиться справедливости и привлечь семью Ксении Собчак, включая Людмилу Нарусову, Константина Богомолова и саму Ксению Анатольевну, к уголовной ответственности. По словам российской общественности и главы комитета Никиты Сергеевича Михалкова, на данный момент собираются последние доказательства, и в скором времени семья Ксении Собчак окажется на скамье подсудимых. Отметим, что до окончательного решения суда известная семья коррупционеров будет находиться под стражей. На данный момент Ксения Собчак находится в камере временного задержания, а ее супруг Константин Богомолов и Людмила Нарусова в СИЗО города Москвы. Как считают члены комитета Александр Ширвинд и Никита Михалков, на этот раз обвинения настолько сильны, что семье Ксении Собчак уже не смогут помочь ее друзья, высшие эшелоны власти. Первоначально семья Ксении Собчак обвинялась по 4 направлениям: финансовое мошенничество, попытка заказного преступления против антикоррупционного комитета, покушение на жизнь Ирины Муравьевой и Вячеслава Добрынина и организация подпольных игровых казино. Однако за последние 2 дня была проведена колоссальная следственная работа, и семье коррупционеров добавили новые обвинения. Теперь, по данным антикоррупционного комитета и полиции, семье Ксении Собчак суммарно может грозить до 17 лет лишения свободы. Данное обстоятельство было вызвано следующими фактами. Еще год назад семья Ксении Собчак совершила покушение на жизнь Никиты Михалкова и Александра Домогарова. В частности, в декабре 2022 года семья Ксении Собчак через подставных лиц попыталась организовать отравление Никиты Михалкова, после чего Никита Сергеевич долгое время в тяжелом состоянии находился в больнице. Ну а заместителем антикоррупционного комитета Александром Домогаровым произошла и вовсе трагическая ситуация. В начале 2023 года Александр Домогаров по вине семьи Ксении Собчак в Санкт-Петербурге попал в тяжелейшее ДТП. Однако Ксения Собчак и Людмила Нарусова повели себя крайне странно. Видя, что Александр Домогаров после аварии находится в тяжелейшем состоянии, они не оказали ему помощь и покинули место происшествия. По словам антикоррупционного комитета, время до суда для Константина Богомолова и Людмилы Нарусовой будет очень тяжелым, ведь на данный момент они находятся в камерах следственного изолятора. В частности, Людмила Нарусова находится в одной камере с мамой Натальей Королевой, Людмилой Порывай. Жизнь Людмилы Нарусовой чрезвычайно сложна, так как Людмила Порывай постоянно терроризирует бывшего сенатора. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Очень приятная новость: Вячеслав Григорьевич Добрынин полностью восстановился после тяжелого лечения и выписки из больницы. Сегодня утром он впервые приступил к своим должностным обязанностям в антикоррупционном комитете. Член комитета Никита Малинин до сих пор находится в больнице. Его состояние здоровья диагностируется как средне-тяжелое. Очень многие зрители беспокоятся за состояние здоровья заместителя комитета Александра Юрьевича Домогарова, который несколько дней назад перенес инсульт. Пока обнадеживающих новостей нет. Александр Домогаров в тяжелом состоянии находится в реанимации. На данный момент многие члены комитета находятся в туре по городам Российской Федерации с целью открытия филиалов комитета. На данный момент 7 членов антикоррупционного комитета находятся в городе Воронеж. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова высказал категорический протест против ремейка на легендарный советский фильм «Бриллиантовая рука».
Члены комитета призвали арестовать артистов и режиссера, которые снимают фильм в подпольной незаконной киностудии. Организация Никиты Михалкова готовит к запуску первого бесплатного маршрутного такси для пенсионеров в городе Тольятти. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.